Рыбу нужно удивлять. Мы забили свои коробки воблерами по 50-100 баксов, надеясь на волшебный цвет или секретную погремушку. Но знаете В чем самая боль? Мы часто покупаем игрушки для себя, а не приманки для рыбы. Сегодня я покажу вам Silver Snake. Это не просто алюминиевая версия змеи. Это вызов всей индустрии пластика. Она выглядит как кусок металла. Она и есть металл. В воде она честнее. Честнее любого воблера. Она не маскирует ваши ошибки. Она все это обнажает. Ей не нужны глазки. Ей не нужны чешуйки, плавнички. Она хороша сама по себе. Блесна Вьюн была очень удачной интуицией, а Snake Line – продуманная система. Сегодня мы разберем это серебро до последнего винтика. Узнаем, чем оно дышит. Я дам вам сейчас базу, я дам все размеры, но секретные углы, которые заставляют взрываться эту приманку, я приберегу на финал. Погнали! Записывай основу. Длина 80, диаметр 10, стенка 1. Многие спрашивают, почему трубка? Да, она пустая, мы теряем вес, но она не падает как камень, она играет. Она продолжает жить на паузе, на легких толчках, которые мы передаем ей своим спиннингом. Даже когда вы ничего не делаете, она работает за вас. Алюминий – особенный материал. Если его полирнуть, мы получаем внешний вид точь-в-точь, как у серебра. Судаку, жереху этот холодный блеск нравится больше всего на свете. Щукарь этот цвет тоже обожает, он его нервирует. Нам не нужна покраска, нам не нужны глазки. Это честная приманка для тех, кто готов дать ей возможность соблазнять свою добычу. А теперь загадка масштаба. 3 сценария охоты. Опытный рыбак не меняет приманку, он меняет масштаб идеи. Silver Snake, как и любую змею семейства Snake, можно масштабировать. Нет зависимости углов и диаметра трубки. Сделать ее хоть вот такую. Вопрос другой, будет ли это работать. Есть 3 размера, которые работают. Первый – это ультра-ультралайт. Записывай. Диаметр 6, стенка 1, длина 48 мм на выходе. Нужно ли уменьшить трубку, чтобы масштабироваться? Да, в теории нужно. По-хорошему найти трубочку диаметром 6 и толщина стенки, скажем, 0,6. Тогда вы в точности повторите поведение этой приманки. Итак, эта блесна весит 1,1 грамма. Это почти невесомая приманка. Для рыбы это спокойная, безопасная кормовая база, кормовой объект. То ли нимфа, то ли малек, неизвестно. Но это именно то, что съедается на автомате, не вызывает сомнения, не вызывает настороженности. Средний вариант. Про него я говорил в прошлом ролике про серию Snake Line в размере 80. Кто не видел, записываем дальше. Длина 80, диаметр десятка, толщина 1, вес блесны 2,9 грамма. Это база, это отправная точка, размер, который шикарно работает. Я бы назвал его раздражителем. Размер номер 1 в серии Snake Line. Она реально рвет поверхность, хлюпает, мнет зеркало, просто реально его сминает. Живет как поппер, гуляет по воде, рыскает. Типичный топ-вотер. Но есть другие сферы применения, лайфхаки будут позже. А теперь переходим к нормальному трофейному размеру. Берем трубку диаметром 16 мм, стенка 1, длину получаем 128. Шикарный размер, под хорошего щукаря, под хорошего судака, но вес всего 7,5 грамма. Это идеально для дорожки, это идеально для кораблика. Влетают такие дурни, аж сказать страшно. Но спиннинг, забросить ее нереально, но можно. Если вы способны подходить на водоем, не пугать рыбу, да, вы сможете половить, но все равно ловля щуки под ногами – это большая редкость, не каждому это удается. Что остается? Остается либо разнесенные монтажи, бомбарда, та же Сберулина, Каролина, отводной, либо чебурашка. Да, парни, разборный чебуратор позволяет делать 2 странные вещи. Первое, мы можем ловить джигом. С нашей чебурашкой мы получаем обычную джиг-блесну, которая работает как на подъеме, на подрыве, так и идет на падение. И тут уже не важно, озеро это будет у вас, либо это будет река, но скажем прямо, алюминиевая трубка это не для быстрых рек, это не для горных рек. Это равнинные реки, озера, водохранилища. Смотрите,
Вес нашей малышки длиной 48 мм получился 1,1 грамма. Это без крючка, это вес тела. Чтобы она полетела подобно космастеру, нам нужно поставить разборную чебурашку весом равным весу тела блесны. Это минимальный вес. Хотите, чтобы она летела как стрела, ставьте груз больше по весу. Но главное условие. Не знаю почему, этот момент я особо не вникал, не разбирал. Но диаметр самого шарика чебуратора не должен превышать диаметр трубки. Не знаю почему, но очень хреново начинает работать. На трубку 6 мм вы можете поставить чебуратор 6 мм в диаметре. На десятку 10. Если вы поставите ту же джиг-головку разборную диаметром 16 на 128 трубку, вы уже получите приманку весом 24 головка, плюс 7,5 блесна, плюс крючки. Но потеряете игру на падение, сыпаться она больше не будет. Тут, как говорится, что-то теряешь, что-то находишь. Запомните формулу. Тело – это характер, крючок – это режим. Ставим тройник, получаем планер на падение. Ставим асист голову, получаем джиг. Падает вниз кормой, поднимает лапки вверх, потом опускает. Именно в этот момент и происходит удар. Ставим асист с опушкой, притормаживаем корму, заставляем ее выставиться горизонтально и начинает сыпаться. Мы можем играть как угодно. Но вот теперь, как поймать щукаря, как оснастить. В прошлом ролике не все заметили отверстия на брюхе блесны. Я думаю, что не все. Многие не заметили. Так вот, как оснащать 128-ю трубку? При ловле щукаря, при ловле на дорожку, либо будете бросать спиннингом с маленькой головкой. Ставим обычные тройники. Ставим тройник на корму и ставим тройник на брюхо. Просто поймите правильно. Если вы постоянно ловите с тройниками, вы в них верите. Вы свято верите, что это лучшее. Да, я пытаюсь объяснить вам, что асисты помогают сохранить рыбу, дают меньше сходов. И многие в это верят, начинают ставить, но ваша внутренняя вера не позволяет вам нормально ловить. Парадокс, но это так и есть. Так что ставьте тройники и спокойно ловите щукаря. Ну что, теперь то самое чудо, ради которого мы здесь все собрались. Почему Silver Snake на резких рывках разворачивается на 180? Я уже говорил в прошлом ролике, ни одно классическое калибло на это просто не способно. А все определяют параметры срезов. Входящий в голове 16, ни больше, ни меньше. Исходящий угол на корме 20. Именно это соотношение в сочетании с тонкой стенкой дает такой подвижный, мечущийся эффект на проводке. Если у вас нет именно миллиметра, ставьте на 128-ю трубку 1,5. Она будет работать немного жестче, колебания будут более четкие, более резкие. К этому приводит увеличение толщины стенки. Запомните это. Если у вас сейчас образовалась небольшая каша, посмотрите вот этот ролик. В нем вы узнаете и плюсы, и минусы трубок. И сможете понять, нужна она вам или нет. И не терять время на просмотр подобных роликов. Хорошей рыбалки, парни, и злых, и мощных поклевок.